Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги второго квартала 2026 года. И будем говорить о целом регионе, а точнее о двух крупных областных центрах. Это город Днепр и город Запорожье. Разберемся традиционно с цифрами, что происходило на рынке жилой недвижимости как на первичном, так и на вторичном. В конце видео, друзья, традиционно среднесрочный прогноз услышите от меня до конца 2026 года. Мы будем говорить о том, что произойдет с рынком жилой недвижимости целого, еще раз напомню, Донецко-Приднепровского региона. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Переключаю на показ слайдов с помощью статистических данных, как я люблю это говорить. Попробуем разобраться совместно с вами с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого региона, а точнее двух крупных областных городов-центров. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда, друзья, мы видим, входят два крупных областных города. Это город Днепр, город Запорожье. До войны это был город Донецк и город Луганск. Вот видите, так. Делая обзоры по Причерноморскому региону, я вынужден констатировать факт, что и Запорожье, говорю, и Херсон там в таком состоянии, что рынок недвижимости практически отсутствует. И автономная республика Крым, которая тоже уже давно не наша. Так и вот здесь видите, как шагреневая кожа, карта сокращается территорий. Итак, сегодня мы подведем итоги, что произошло за второй квартал 2026 года. Начинаем с города, друзья, Днепр. Перед вами, еще раз повторюсь, карта. Вот здесь есть легенда карты. И мы будем говорить о обобщенных данных. То есть это сводные данные, чтобы у вас полностью была картинка. Мы проговорим, что произошло на первичном рынке, на вторичном, в разрезе с классификацией. Ну а потом будем уже декомпозировать, так сказать, по каждому городу отдельно. Более подробную информацию буду вам рассказывать. Итак, население в городе Днепре 966 тысяч. Я думаю, что сейчас это довоенное официальное население, служба статистики на их сайте зафиксировано в 2022 году. На сегодняшний день я так думаю, что, наверное, 1700, если живет, то это хорошо. Напишите мне, кто живет в Днепре, соответствует ли это действительности, насколько больше или меньше сейчас живет людей в городе Днепр. Дальше, друзья, количество предложений, которые я и компания Olymp Consulting фиксируем на рынке жилой недвижимости, это рынок предложений, то есть у меня есть авторское право и патент на программное обеспечение Olymp News, и это позволяет мне работать с большими цифрами. То есть программный продукт собирает все объявления или мониторит рынок, так по-модному, да, как любят говорить эксперты. Так вот, собираются все объявления, которые попадают в поле зрения, а это крупные интернет-порталы, так сказать, всевозможные электронные доски и так далее, сайты. И вот эти цифры, которые я вам сейчас предоставляю, которые участвуют в генеральной выборке, это вторичный первичный рынок, жилая недвижимость. В городе Днепр в июне месяце это 41 490 объектов жилой недвижимости. То есть это не просто репрезентативная выборка, это, друзья, еще и однородная выборка, так как я еще классифицирую и разделяю, естественно, по первичному и вторичному рынку. Так что объем информации достаточно большой, что позволяет мне с достаточно большой уверенностью говорить, что происходит с рынком жилой недвижимости. Итак, мы видим, что традиционно на 1,1% больше квартир выставляется для продажи, чем, соответственно, есть желающих, я так предполагаю. Здесь у нас сравнение идет май месяц с июня месяцем мы сравниваем. Следующий показатель – это социальное жилье, стоимостной показатель, вторичный рынок. Буду говорить только о процентном соотношении.
Снижение видим минус 0,37%, то есть вполне как бы адекватно ведет себя рынок. Хотя перед этим, друзья, напомню вам, 2025 год, с июня месяца до января месяца 2026 года мы видели динамику роста. Но вот сейчас вроде бы как видим, что на протяжении уже там 5 месяцев снижение присутствует стоимости квадратного метра по классу социальное жилье. Также по аренде, друзья. Аренда это также социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости. Здесь сравниваем мы первый квартал 2026 года со вторым кварталом 2026 года. Видим рост плюс 2,68%. То есть аренда продолжает расти. Эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья, это также у нас вторичный рынок. Тоже вполне логично, снижение минус 0,25%. Переходя к первичному рынку, квартиры эконом-класс, напомню вам, первичный рынок – это квартиры, не сданные в эксплуатацию, то есть не факт, что они и будут сданы, то есть это достаточно на сегодняшний день рисковый рынок, и если раньше, когда не было внешних факторов, он был тоже достаточно рисковый, то сейчас он просто мега рисковый рынок. Почему? Потому что внешний фактор еще война и повторюсь, рынок недвижимости первичный показывает, в общем, удручающую ситуацию. И квартиры, которые вот сейчас мы говорим о цифрах, возможно, вряд ли будут вообще сданы в эксплуатацию. Но так или иначе мы видим, что квартира эконом-класс рост плюс 0,39% за месяц. Первичный рынок комфорт бизнес-класс рост плюс 0,17%. Первичный рынок квартиры элитный класс рост плюс 0,38% за месяц. Переходим, друзья, к городу Запорожье. Ну, город Запорожье многострадальный город. Естественно, поведение рынка недвижимости отличается даже от Днепра, хотя там от Запорожья. У меня, кстати, в свое время в городе Днепр был офис, и в городе Запорожье, ну, там езды на машине, наверное, я не знаю, минут, наверное, 30-40, хороший автобан. Так вот, город Запорожье, друзья, население 746 тысяч, довоенное на сегодняшний день. Я предполагаю, что если осталось 500 тысяч, я думаю, что даже меньше, то это уже хорошо. Напишите, кто с Запорожья, насколько, по вашим ощущениям, больше людей живет или меньше в городе Запорожье. Хотя мне уже писали именно в Запорожье, что людей стало действительно меньше. Ну, насколько меньше, это относительно точной статистики нет. Количество предложений, которые мы обработали, я и компания Alim Consulting за июнь месяц, составило 11 590 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, что традиционно на протяжении уже многих месяцев динамика роста плюс 1%, сравнивая июнь с маем месяцем. То есть желающих продать традиционно больше, чем купить. Хотя по поводу купить, я думаю, что в городе Запорожье на сегодняшний день надо быть безумцем, чтобы приобретать недвижимость с учетом того, как двигается вот здесь линия фронта именно к городу Запорожье. Дальше, друзья, социальное жилье. Это у нас вторичный рынок, снижение минус 0,24% за месяц. Нормальное поведение рынка для прифронтового города. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс. Также, друзья, вторичный рынок, снижение минус 0,18%. Переходя к первичному рынку, мы также, друзья, видим ту же самую отрицательную динамику. Снижение за месяц квартиры эконом-класс, первичный рынок минус 0,27%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, также снижение минус 0,15%. Итак, друзья, мы видим, что все-таки прифронтовые города отличаются достаточно сильно по процессам, которые мы наблюдаем. Вчера я записывал по городу Одесса, это Причерноморский регион, по городу Николаеву. Одесса показывает рост, город Николаев показывает снижение, а здесь мы видим и Днепр показывает в большинстве, ну не в большинстве, а по вторичному рынку точно снижение стоимости квадратного метра. Ну а город Запорожье, в общем-то, на протяжении всего периода войны показывает снижение стоимости квадратного метра. Давайте подведем итоги вот этих колебательных процессов длиной в один месяц, сравнивая май с июнем месяцем 2026 года по классу социальное жилье. Еще раз проговорюсь.
Смотрим на табличку экселевскую. Город Днепр 540, стоимость долларов квадратный метр. Снижение за месяц минус 0,37%. Город Запорожье 422 доллара за квадратный метр, класс социальное жилье. Снижение минус 0,24%. Среднее видим статистическое число, это среднеарифметическое, прошу прощения, 481 доллар за квадратный метр. Как считается, вы знаете. И в целом по целому региону за месяц мы видим снижение минус 0,31%, индекс отрицательный 0,997. Переходим к следующему, друзья, слайду. Здесь только внизу поменялась табличка. Верхняя карта осталась прежней для того, чтобы вы могли посмотреть, что произошло за месяц, это флуктуации. А вот здесь мы увидим, что произошло за год. Будем говорить о тенденциях длиною в 12 месяцев. На примере класс социальное жилье. Итак, мы видим, что город Днепр 540 долларов за квадратный метр, это июнь 2026 года. В июне 2025 года это 534 доллара за квадратный метр, что в целом в годовом измерении показала динамика положительного роста плюс 0,56%. Но, друзья, еще раз вас верну, так сказать, в прошлое, ну, если это можно так выразиться, да, то есть поговорим о ну, перспектива это наперед, а ретроспектива это то, что было. Так вот, 2025 год, с какого-то перепуга, с июня месяца мы видели по январь месяц 2026 год, как стоимость квадратного метра на вторичном рынке начала расти. И вот только 5 месяцев мы видим в 2026 году снижение. То есть и здесь по факту еще остается положительная динамика, всего лишь 0,5% в годовом измерении. Город Запорожье, июнь 2026 год, 422 доллара за квадратный метр. Июнь 2025 года 440 долларов за квадратный метр. Снижение в годовом измерении минус 4,09%. Среднее арифметическое число в целом по региону 481, это у нас июнь 2026 год, что на 1,54% меньше стоимости, которая была в июне 2025 года. Индекс, друзья, естественно, отрицательный 0,985. Давайте очень кратко о индексе. Индексы, что такое индекс? Начнем с этого. Да? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Считается он очень просто, и вот на примере целого региона я вам покажу, как это делается. 481 делим на 489, получаем или в процентном соотношении снижение минус 1,54%, или отрицательный индекс 0,985. Теперь немножко саморекламы, друзья. Я и компания Олимп Консалтинг на протяжении, ну, наверное, больше 10 лет делаем индексы. Одни, кстати, из немногих. Я думаю, что если 2-3 компании найдется на всю Украину, то это будет хорошо. Ну, я просто общаюсь очень плотно, основная моя специализация, и как раз делаю научные исследования для крупных финансовых учреждений, то есть это и украинские банки, в том числе национальные, системные, так и иностранные банки, которые работают на территории Украины. Так вот, я на протяжении многих лет готовлю индексы вместе с компанией Alim Consulting. Я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, то есть это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость уже недвижимости, друзья, во времени. Поэтому синергия вот этих знаний очень сильно помогает в вашем сложном бизнесе. Ну и, конечно, мне и компания Lim Consulting развиваться, мне заниматься наукой. То есть, еще раз повторюсь, ключевые фразы. Вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, и у вас есть недвижимость, под которую в портфеле вашего, кредитный портфель вашего банка состоит в том числе из недвижимости, под которую выданы финансовые средства какие-то. А вот я знаю, как меняется стоимость этой недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые ресурсы. Поэтому вот эта синергия этих знаний действительно помогает в вашем сложном бизнесе. Ну и, конечно, еще раз повторюсь,
компания Олимп Консалтинг и лично мне. Для того, чтобы меня найти, просто посмотрите, в описании есть два телефона. Viber телефончик это киевстаровский, а WhatsApp это кипрский. К сожалению, я сейчас не живу в Украине. Можем созвониться, списаться, и я и компания Олимп Консалтинг, работаю я, друзья, в Украине, так чтобы сразу не было никаких этих самых вопросов, да. Выехал я за границу после того, как стал старенький, мне исполнилось 60 лет, сейчас мне 61. Очень подробно об этом говорю. Почему? Потому что находятся патриоты, которые начинают мне писать всякую херню. Почему не на фронте и всякую фигню. Я уже своего, друзья, отвоевал. Дай бог вам дожить до моего возраста в здравом уме, еще и зарабатывать себе, так сказать, на жизнь. Так вот, друзья, я работаю официально, естественно, в Украине. То есть у меня два предприятия, которые работают, платят налоги, и все там хорошо. Так вот, друзья, составим техническое задание, если вы спишетесь со мной или созвонимся. И вы будете получать раз в квартал, будем делать такие исследования с компанией Олимп Консалтинг. И вы будете видеть, как меняется, в общем-то, стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало, еще раз повторюсь, финансовые средства. То есть вы тем самым будете вот эти просчитывать все риски, которые связаны, ну, вообще с кредитованием в целом, в том числе и недвижимости. Друзья, переходим к прогнозам, о которых я вам, в общем-то, говорил в начале видео. Смотрите, что произойдет с недвижимостью. Ну, во-первых, обратите внимание на табличку, на эту еще раз, что за год Днепр 0,56, положительная динамика, а Запорожье уже минус 4% за год. И вот теперь мы просто напомню вам, что я в своих прогнозах использую научную методологию. Это метод многофакторного анализа, то есть я сейчас вам демонстрировал метод статистического анализа, где мы видели, сколько стоит квадратный метр того или иного класса жилья по, естественно, первичному, вторичному рынку и что происходит с ним во времени. В прогнозах я еще применяю статистические данные, которые характеризуют развитие. А развитие экономики – это макроэкономические показатели, которые, в общем-то, есть в открытом доступе, и вы без труда, если будет желание, можете это найти и перепроверить. Так вот, экономика в руинах, особенно в прифронтовых городах, областных центрах, рынок недвижимости не может себя вести иначе, как рынок недвижимости характеризуется индексами. Индекс стоимости, то, что я вам показываю, да, есть индекс активности, больше-меньше было продано и так далее. Так вот, стоимость должна снижаться, это очевидные вещи, и это, друзья, происходит при фронтовых городах, как правило, за редким исключением. Город Одесса почему-то там ситуация наоборот, все растет. Так вот, теперь вспоминаем цифры, которые мы с вами проговаривали. За полгода, это у нас 6 месяцев, я думаю, что снижение в городе Днепр будет по 0,5%, то есть это несложно посчитать, где-то порядка, сколько там, 3%, да, снижение, но с учетом того, что положительная динамика там 0,5%, это будет в районе, наверное, минус 2-2,5%. Точно цифру не угадаю, но динамика будет отрицательная, то есть снижение примерно на 2-3% в годовом измерении. Город Днепр, это мы проговорили. Город Запорожье, здесь мы видим уже 4% снижения. И минус 3 можно еще до конца года, это будет где-то порядка, наверное, 7%, будем говорить так, 7, может чуть больше, может чуть меньше, но динамика будет отрицательная, это однозначно. Итак, друзья, не будем забегать вперед, время пройдет быстро, полгода пролетят, не заметим. Каждый месяц я записываю подобные видео и, если что, корректирую свои прогнозы. Придет время, в следующем году запишу такое же видео и разберемся, был я прав или не прав в своих прогнозах. А сейчас, друзья, пришло время прощаться. Не забудьте лайки, дизлайки поставить. Да, забыл сказать, друзья, люди, которые меня смотрят, это оценщики, кстати, юристы, в последнее время очень часто поступают от них заказов. Я делаю еще исследования, которые связаны с ретроспективной оценкой. Если, особенно это юристы, хорошо знают, то есть надо признать недействительным договор купли-продажи, который был 10 лет назад по причине того, что была занижена стоимость, а никто это не может сделать. То есть по факту должны быть данные, материал.
рынка с конкретными объявлениями, сколько стоила недвижимость того или иного коммерческая или жилая и так далее. У меня с 2000 года эта база данных есть по всей Украине, друзья, включая даже автономную республику, чуть не сказал, Кипр, Крым, конечно же, Крым. Поэтому обращайтесь, друзья, это платная услуга. Поверьте мне, я достаточно много делаю таких исследований, на основании которых вы можете подтверждать, что сделка была адекватна рыночной стоимости, или же наоборот, я не делаю заказные исследования, или же наоборот, показать, что люди, которые в то время оформляли там коммерческую какую-то недвижимость, заводы, газеты, пароходы, сэкономили на налогах, да, но обычно так к ними стучатся лет через 10 или через 20 и говорят: тук-тук, откройте дверь, мы к вам пришли. Давайте делиться, так сказать, не правовым образом с нажитым имуществом. Ну, к сожалению, да, у нас в стране это происходит именно так. Итак, друзья, звоните, пишите, ставьте лайки, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как картой минимум, путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видео. Да, и не забудьте подписаться